Сэм Миллер, владелец фермы в предгорьях Озарка, Арканзас. В течение 6 дней наблюдал за нетипичным поведением своего 12-летнего мерина по кличке Бо. Животное игнорировало кормушку и по несколько часов в день проводило на северной границе пастбища, у самого края густого соснового леса, методично разрывая копытом сухой дерн. К концу недели Бо выкопал яму глубиной около 50 сантиметров, обнажив слой плотной красной глины, которая в этой части штата обычно залегает значительно глубже. Температура воздуха составляла 32 градуса по Цельсию при полном отсутствии ветра, что заставило Сэма обеспокоиться состоянием лошади и отправиться к месту раскопок с лопатой и стальным ломом. После 30 минут работы Сэм наткнулся на твердый предмет, который при ударе лопатой издал глухой металлический звук. Очистив поверхность от налипшей глины, он обнаружил верхнюю крышку армейского ящика из оцинкованной стали размером 60 на 40 сантиметров, на которой под слоем окислов отчетливо читалась трафаретная надпись «US Army Ord, Дипертона, 1944». Петли ящика были заварены и покрыты слоем технического вазелина, который за 80 лет превратился в твердую корку, сохранив герметичность контейнера. Общий вес объекта составлял около 40 килограммов, и он был жестко заклинен в скальной породе. «Держи лошадь за узду, я ломаю замок», — бросил Сэм своему сыну, который подошел к краю ямы. Когда стальной рычаг сорвал крышку, из контейнера вырвался поток бесцветного газа с резким запахом хлорки и прелой горчицы. Внутри ящика в специальных гнездах из прорезиненной ткани лежали 6 стеклянных капсул с маслянистой жидкостью янтарного цвета и 2 стальных цилиндра с маркировкой химической лаборатории полигона Эджвуд. На дне контейнера лежала запечатанная свинцовая папка с документами, на которой стоял гриф «Experimental Agent, Phase 2». Сэм заметил, что трава вокруг ямы начала менять цвет на желто-коричневый прямо на глазах, а мерин Бо начал пятиться, проявляя признаки острого респираторного стресса. «Уводи скот за ручей, здесь пробой герметичности», — скомандовал Сэм, натягивая на лицо плотную бандану. Спустя 40 минут к ферме прибыли подразделения Национальной гвардии в костюмах химзащиты. Расследование показало, что пастбище находилось на месте забытого захоронения отходов испытаний химического оружия 1940-х годов, данные о котором были утеряны при пожаре в архиве Министерства обороны. Из почвы в радиусе 200 метров были взяты пробы на содержание иприта и зарина, а семье Миллеров было приказано немедленно покинуть территорию. Лошадь, чье обоняние уловило микроскопические утечки газа через микротрещины в металле еще за неделю до вскрытия, фактически спасла семью от смертельного отравления парами, которые десятилетиями скапливались под фундаментом их дома. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.